мешает жить, разрушает семьи и даже может убить. Обычный храп не так просто, как кажется. Каждый третий человек на планете храпит во сне. Причем ни пол, ни возраст не имеют никакого значения. Храпят практически все люди. Это могут быть и худенькие девушки, это могут быть и толстые мужчины. Врачи делят храп на два вида. Первый, так называемый неосложненный храп, возникает из-за провисания стенок мягкого неба. При вдохе оно начинает соприкасаться с основанием языка, создавая этот неприятный звуковой феномен. Причина такого храпа – избыточный вес, курение и злоупотребление алкоголем. Поэтому чаще им страдают все-таки мужчины. Женский храп встречается в 6 раз реже, правда, дело тут не только в здоровом образе жизни. Женские половые гормоны почему-то женщин защищают от храпа. А вот осложненный храп – это уже симптом тяжелого заболевания. Во время вдоха мышцы гортани перекрывают дыхательные пути, из-за чего во сне человек может просто задохнуться. У меня остановка дыхания 16 секунд. Вот здесь приборы показали. Вот 16 секунд попробуйте не дышать. А я ночью 16 секунд, я не дышу. Аркадий Коновалов начал храпеть 7 лет назад. Он перестал высыпаться ночью, а днем терял сознание даже за рулем автомобиля. Приборы зафиксировали у мужчины почти 40 остановок дыхания за ночь. В норме насыщение крови кислородом должно быть 90%. Когда оно падает до 70%, человек уже синий становится. А мы иногда диагностируем пациента, увидим 60, 50. То есть это тяжелейшая гипоксия. И действительно, это может, увы, привести к летальному или к смертельному исходу. Эта болезнь называется апноэ сна. Аркадий теперь спит только вот в такой маске. Она помогает правильно дышать и полностью избавляет его от храпа. Храп – штука неприятная, даже если нет угрозы здоровью. По словам психологов, он становится причиной каждого 3-го развода. Более того, он может стать причиной нервных расстройств у окружающих. Могут начаться психосоматические заболевания, то есть заболевания на нервной почве. И организм потихонечку начинает как бы рассыпаться. Такое и вправду выдержит не каждый. 85 децибел – это рекорд громкости храпа. Его в 1993 году зафиксировали у шведа Кара Валкерта. Для сравнения, 90 децибел – звук проезжающего мимо автомобиля. 100 децибел – знаменитый крик на корте теннисистки Марии Шараповой. А 130 децибел – звук реактивного двигателя самолета. В нашей стране самый громкий храп впервые собираются измерять в следующем году. Сергей Челенков, Ася Титова, Василий Кудинов, Александр Груздев, Первый канал.